От пациента в анамнезе 7 лет назад поставили терминальный лейт. Болезнь Крона под вопросом, за 7 лет не беспокоил после непродолжительного лечения будесонидом, но тогда были боли в правой подвздошной области. 7 лет я жил, вообще забыв о каких-либо проблемах с ЖКТ. А вот несколько месяцев назад появились периодические изжоги, никогда не страдал, хотя по ФСС всегда был поверхностный гастрит. Вульбит, то прострелы, то рези в правом подреберье, вокруг пупка, периодическое бурление, ощущение давления, тяжести. Хотел бы попросить у вас второго мнения по поводу состояния ЖКТ, все ли на снимках в порядке с желудком, ДПК и тонким кишечником. Колонна без патологий. В терминальном отделе спустя 7 лет несколько неострых эрозий, когда ставили диагноз 7 лет назад, вся подвздошная была усеяна ими по типу булыжной мостовой. Консультативное заключение по представленным КТ-томограммам пациента 26 лет, дата исследования 13 июля 2022 года, область исследования. Органы брюшной полости и забрюшинного пространства. При анализе результатов использовано построение в аксиальной, сагитальной и фронтальной плоскостях. В легких, на уровне сканирования, очаговые и инфильтративные изменения не выявлены. Желудок обычных размеров, правильно расположен. Печень КРБД 161 мм, КРЛД 95 мм, контуры четкие, ровные, нативная плотность +43 +71 Хаунсфельда. Диаметр портальной вены 15 мм. Внутрипеченочные желчные протоки не расширены. Желчный пузырь. Обычных размеров. Правильной формы. Рентген-контрастные конкременты не определяются. Поджелудочное железо обычных размеров. С четкими контурами, паренхима диффузно неоднородна. Плотность +23 +95 Хаунсфельда. Вирсунгов проток не расширен. Парапанкреатическая клетчатка не изменена. Селезенка не увеличена, с четкими, ровными контурами, без рджа контрастных очагов. Капсула прослеживается на всем протяжении. Надпочечники не увеличены, обычной структуры Y-образной формы. Правая почка не увеличена, паренхима однородна, чашечно-лоханочная система не расширена. Рентгеноконтрастные конкременты в верхней группе чашечек. Конкремент диаметром 3 мм, плотностью до +388 Хаунсфельда, в нижней диаметром до 2 мм, плотностью +245 Хаунсфельда. Сосудистая ножка почки, паранефральная клетчатка структурны, патологические образования в паренхиме и синусах не определяются. Левая почка не увеличена, паренхима однородна, чашечно-лоханочная система не расширена. Рентгеноконтрастные конкременты не определяются. Сосудистая ножка почки, паранефральная клетчатка структурны, патологические образования в паренхиме и синусах не определяются. Абдоминальные и забрюшинные лимфатические узлы не увеличены. Свободная жидкость в брюшной полости не выявлена. Диаметр аорты и нижней полой вены в пределах возрастной нормы. Свежие костно-травматические и костно-деструктивные изменения не выявлены. При внутривенном болюсном введении контраста, очаги патологической васкуляризации не выявлены. Паренхиматозные органы накапливают контраст без особенностей. Почки накапливают и выделяют контраст своевременно, без особенностей. Заключение КТ-картины гепатомегалии, расширение портальной вены, диффузных изменений ткани печени и поджелудочной железы, МКБ, нефролитиаза справа. Рекомендована консультация гастроэнтеролога, уролога. 30 июля 2022 года. Доцент кафедры КМН. Котов М. Заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарий врача-рентгенолога: чтобы на КТ посмотреть кишку, желудок, надо делать специальные исследования, контрастирование кишки. У вас этого нет. Выполнено рутинное исследование. В целом, можно сказать, что печень несколько увеличена. Диффузно неоднородно, как и поджелудочная железа, расширена портальная вена. Все это может давать чувство тяжести, неудобства в животе. Вам будет иметь смысл показаться гастроэнтерологу. Камни в правой почке также могут давать боли, с этим лучше к урологу обратиться.